Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами со Спартаком Субботой. Он на связи прямо сейчас. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Спартак, ну у нас очень такие нервные дни. Все, конечно, завязано на блэкаутах и на том, как изменились украинцы. Мы этому сегодня посвятим, наверное, львиную долю времени нашего сегодняшнего обсуждения, как, впрочем, и всегда, потому что наши с вами встречи, они об украинцах прежде всего. Но начнем, конечно же, традиционно с политических перипетий. Значит, Трамп отправляется в Давос. У него ломается самолет, он возвращается обратно. Перед этим он дает интервью об одном годе, да, своего президентства, приносит такую пачку того, что сделано. Причем там интересно, куча пунктов. И там один из пунктов: лишили охраны Байдена, и вот это вот все. То есть такой специфический момент. Он берет их, бросает. В общем, шоу такое, отборное. У него спрашивают: а чего ты хочешь, Трамп? Он говорит: хочу войти в историю, да, хочу, чтобы меня все касалось, вовлеченным быть во все процессы. Этот Давос обещает быть, просто Давос-разнос. Потому что Трамп прям прет, как паровоз, на Гренландию. И европейские лидеры уже и так, и сяк, и наперекосяк, в общем, скажем так, делятся, да, то есть кто-то заявляет о том, что США предала Европу, кто-то, наоборот, тихонько вступает в саммит или в Совет мира, да, который организовывает Трамп. Такая вот очень интересная конфигурация, и все видят, что на ней не нашлось места Украине. Буданов вроде как поехал и вынужден, вот первое его там на панели выступление, говорит: нет, подождите, почему вы так говорите, что Украина не в процессе? Вот же я же только что с Майами, я же вот здесь, я перед вами. И возникает очень серьезное непонимание, да, а Давос, который, как по идее, должен был принести мир, 800 миллиардов на процветание после войны, окажется просто ударом в пустой барабан и глухим звуком. Конкретно по решению по Украине все внимание на раздел мира. Как вы видите эту ситуацию, и действительно ли вот это окно, казалось бы, возможностей захлопывается вот прямо на наших глазах? Александр, я бы не сказал, что это удар в пустой барабан, это удар по лицу Зеленскому, причем не Украине, потому что про саму Украину никто не говорит. По поводу 800 миллиардов ответ из Белого дома прозвучал. Товарищ, который к этому имеет какое отношение, тоже живущий в Испании, рассказал мне, как прозвучал этот ответ. И ответ был очень грубым. И ответ не был таким: «Я не дам Украине». Ответ был следующий: «Я не дам этому ублюдку ничего». То есть, смотрите, уже разделяют Украину и Зеленского, просто до Украины никому нет никакого дела. А по отношению к Зеленскому сформировано конкретное прямое отношение. И таким образом мы будем дальше наблюдать тенденцию ухудшения отношения к Зеленскому. Проблема на мировой арене сейчас заключается в том, что отношение к Зеленскому равно отношению к Украине. То есть украинцы страдают от того, что Зеленский не может сохранить свой имидж. Я уже когда-то кратко рассказывал, я еще немножко введу в курс дела, и подписчикам, может быть, будет полезно. Есть очень большая разница между репутацией, статусом и имиджем. Репутация — это, по сути, такой большой компромат, это давление быдла над человеком, который может иметь какой-то успех. То есть репутация может быть у салона красоты, репутация может быть, скажем так, у какого-то заведения питейного. Но политики не должны пользоваться репутацией, у них должно быть что-то большее, например, статус. Репутация — это когда все что-то о тебе думают, и это на что-то влияет. В этой всей большой игре репутация не имеет никакого отношения, имеет отношение к реальному успеху только статус. Например, мы возьмем Путина. У Путина худшая репутация в мире, плохая репутация. Его все там хаят и так далее. Но у него статус, он принимает решения, и от сих до сих с этим решением все считаются. У Трампа сейчас отвратительная репутация, но у него есть статус. У Зеленского прекрасная репутация, но у него кроме этого больше ничего нет, потому что репутацией, опять-таки, владеют маленькие питейные заведения. Репутацией владеет салон красоты Наталья. Репутация имеет какой-то детский садик. То есть маленькая организация, которая боится, что кто-то скажет: смотрите, он плохой.
И когда кто-то говорит, что плохой Трамп, Путин или Си Цзиньпинь, это никого не интересует. У них и так не возникает, понимаете, в рамках статуса не возникает оценочных суждений по поводу качеств как человека, человеческих каких-то качеств, того, у кого есть статус. Когда есть репутация, твои качества никого не интересуют тоже. Интересуют только ситуативные настройки. Сегодня ты значим, завтра ты не значим. Ни с Путиным, ни с Трампом, ни с Си Цзиньпинем такого не будет, потому что у них есть статус. У нашего президента нет статуса. Он бесстатусный. У него есть только репутация, которая была хорошей. Это единственное, что было. А теперь и она становится плохой. Теперь просто про статус объяснил. Статус – это уровень, на котором держится твоя персона, которая влияет на мир. Зеленский ни на что не влияет. И третий параметр, который очень важен, это имидж. Имидж – это статус, смешанный с репутацией внутри группы себе подобных. Имидж – это твой статус и репутация вместе взяты среди президентов, если ты президент. Например, какая-то пивнуха «Три таракана» может иметь очень хорошую репутацию. Туда часто ходят мужики с района после работы. Но имидж среди других пивнух отвратительный. Почему? Они демпингуют рынок. К примеру, так. Здесь что происходит? Наши «Три таракана», то есть Зеленский, имеют нулевой имидж. Как президент с ним никто не считается как с президентом. Примером тому является выступление, последнее выступление канцлера, когда он сказал то, что нам нужно формировать отношения с соседом нашим, потому что Россия – это Европа. Понятно? Никто не говорит, что Украина – это Европа, Россия – это Европа. Это я обожаю. Этот мир – это просто каждый раз, кстати, и что самое интересное, я не мог это даже предвидеть. Вот я вроде как бы там пытаюсь разобраться в массовых каких-то процессах, психология и все остальное. Невозможно было предвидеть, что выйдет канцлер и скажет, ну, смотрите, значит, Россия – это Европа, надо выстраивать нормальные отношения. Причиной этому стало, кстати, когда два показателя по статусу показали, что это интересно, это важно. Два человека, владеющих статусом, чего, напомню, все-таки у Зеленского нет, я буду это каждый раз напоминать, чтобы немножко уничижать его статус в глазах тех людей, кто верит, что у него есть статус. Так вот, два человека со статусом, Путин и Трамп, в своих действиях показали реальность, кого реально нужно бояться. Путин не претендует на какую-то там Гренландию или вообще на что-то европейское. Путину это не нужно. Зеленскому это интересно, потому что он может играть на этом, смотрите, Путин на вас нападет. А когда происходит реальное событие, например, с Трампом, все такие, так, секундочку, давайте пересмотрим наши отношения, не будем спешить. Россия все-таки, как ни крутите, тоже Европа. И Гренландия – это Европа. А что ж, американцы такие плохие, хотят на Европу напасть? Не дадим в обиду, да, русские? Вот так это выглядит. И получается, что поездка в Давос, это, которая не состоялась для Украины, наличие там Буданова – это не присутствие Украины в Давосе. Я просто хочу тоже обозначить, задача Буданова была не выступление. Задача Буданова была поддерживать личные связи и поговорить с несколькими конкретными людьми. Он это сделал, молодец, он совсем справился. Все остальное, там, микрофон, это все типа было фон. Украина теперь не существует как политический игрок. Мы и раньше не имели субъектности. Но сейчас они являются политическим игроком, потому что раньше мы были прокси-воином. Сейчас мы не являемся прокси-воином. Это тоже важно понимать. Теперь мы не являемся даже прослойкой. Украина не имеет никакого теперь статуса на мировой арене, а представитель Зеленский сепарирован от этого, и уже мир политически не рассматривает Зеленского как часть Украины, а не рассматривает Зеленского как человека с какими-то ментальными проблемами, с какими-то запросами, с какими-то позициями. Проблема для нас всех, для украинцев, заключается только в одном. Потому что, несмотря на то, что мир считает, что Украина и Зеленский – это не одно и то же, последствия пожинают вообще ни в чем не винные люди. Да, мы об этом поговорим сейчас, но вот сейчас мне интересно, скажем так, сюда прикрутить еще одного человека со статусом. Это Макрона.
То есть, ну, это как бы его выступление на Давосе. Он пришел в очках, значит, и он сейчас как бы на острие противодействия Трампу. Он выступил, сказал о том, что вот там порядок мировой. В общем, сейчас это такая новая глобалистская история. Трамп рушит мировой порядок. Он там рассказывает о базуке тарифов. Ну, в общем, контр, скажем так, действий в отношении Трампа. Там же от чего переполох? Трамп говорит, не хотите Гренландию, и вводит 10% пошлин тарифов на продукцию. И все сразу как бы переполошились. Сейчас вроде как на таком стоп-кран сорвали с торгового соглашения США и Европейского Союза. И Европа готовит на 93 миллиарда как бы свой ответ в сторону Америки. Потому что, ну, голоса действительно такие, чуть ли там не панические. Причем там понятно, что и канадцы тоже там возмущаются, и европейцы, и британцы, и французы, и там Урсула. В общем, сейчас идет очень острая конфронтация. Рынки штормит, потому что такого не было никогда, как это, да, война между США и Европой, торговая, прямо она, вот она, здравствуйте. Мы не то что на пороге, мы уже в ней находимся. Этот Давос поэтому такой очень тяжелый для всех. Но тут же интересно, как вообще Трамп ведет себя с Макроном. Он опубликовал переписку. Он говорит, да ну, все равно скоро он уйдет. Да, то есть мы вот приглашаем в Совет мира всех на свете. Причем Путина пригласил. Говорит, я пригласил Путина. Да, это великая страна, мы пригласили. И поехали. Вот сегодня с утра прям Нетаньяху согласен, Азербайджан Алиев согласен. И вот такая вот. Первый, конечно, Лукашенко. Это вообще показатель того, что, ну, Лукашенко – это вот маркер определенных процессов, это прям видно. Сразу всем стало понятно, почему он отпускал политзаключенных и других заключенных у себя из Беларуси. Сразу понятно вообще, что он делает, да, и вот по нему можно ориентироваться вот в этих всех процессах. Не Орбан, не Фицо, которые как бы традиционно считались на пути Трампа год назад, да, к своему президентству, а вот именно сейчас вот Лукашенко, он прям сразу сняли видео, как он подписывает прям распоряжения, прям вот указы свои, вот все официально на бумаге, что я вхожу, и Совет мира будет иметь значение по законодательству решения этого совета в Беларуси. Это очень мощный шаг, и это очень мощный сигнал, который, ну, у нас не обсуждают, потому что у нас, ну, извините, нет политической аналитики, она какая-то такая вся очень специфическая и дурная, да. То есть, а это вот прям надо отмечать, такие моменты, потому что Лукашенко просто так бы этого не делал. Это означает, есть добро из Кремля, это означает, в Кремле тоже, но они не могут вот так, да, то есть себя повести. Ну и поехали. Макрон нет, ну я введу пошлины, прибежишь как миленький. То есть какие-то другие страны, ну вот, так а что это за совет мира? Причем Лукашенко подписывает эти документы, это сопровождается сообщением, что не-не-не, ребята, там же как пустили глобалисты вот эту новость, и она прям новость, хочешь в Совет мира, миллиардик сбрось. А он говорит, никаких миллиардов. То есть Трамп пригласил, я согласился, все, мы в Совете мира. То есть это, наверное, такая, ну, мы обсуждали уже у меня на канале такая акция, то есть, да, успей сейчас, а то потом будет стоить миллиард. Но это сразу разрушает вот эти все поползновения глобалистов против Трампа. Как вы оцените Макрона с позиции, с той рамки, которой мы начали сегодняшний разговор? Статус и репутация. Для того, чтобы понять, есть у него статус, репутация или имидж, чем он владеет, необходимо посмотреть. Вы сказали фразу Трампа правильно, но вы упустили очень важную деталь. Он сказал, я введу 200% пошлины на вино и шампанское. Все, больше не существует Франции. То есть основным элементом в мировой экономике Трамп посчитал, что вот есть вот, ну, у вас там есть какой-то алкоголь, так скажем, ну, я введу на это пошлины. Это все равно, что белорусы тоже, белорусы эти, болгары очень забавные, что там у них есть,
млеко, какой-то хлопок и еще что-то. Да? Мировые производители прям, они не покрывают даже 12% еврорынка. То есть у них нулевой статус в этом плане. Нет у Макрона никакого статуса, у Макрона остался имидж. У него нет репутации, у Макрона нету статуса, у него есть имидж. И знаете, что очень выгодно для Макрона в этой ситуации? Вот я вам приведу пример. Представим себе ситуацию, что я учусь в вашем классе, вот мы с вами учимся в одном классе, и мы там учимся, допустим, в 7 А. И я говорю, так, мы 9 Б забиваем стрелку за гаражами сразу после каникул. Угадайте, куда я уйду после каникул? В другую школу. А кто будет махаться? 7 А. 7 А будет получать и впитывать урон от 9 Б. Потому очень удобная позиция у Макрона. Как бы не хотелось там его хаять, он молодец в этом плане, он знает, о чем он говорит. То есть он делает это умышленно, он не сумасшедший. Мы знаем, какие бывают люди сумасшедшие, видим регулярно. Но он не сумасшедший, он просто провоцирует, он провоцирует насильный конфликт, и на последствия какие будут. Во-первых, придут правые. Давайте так, я буду кавичить правые. В Франции нет правых. Придут правые к власти, если все случится, когда Трамп, когда Макрон уйдет. И Макрон сможет воспользоваться той же стратегией, которая была придумана Ермаком, гениальным Ермаком. Видите, я ушел, и все начало рушиться. Мгм. Конечно, Макрон, а он начнет рушиться, когда ты науськаешь какого-то тигра, а потом сваливаешь и оставляешь беззащитного ребенка в виде Франции, одной из самых уязвимых стран сейчас в Евросоюзе. Оставляешь на растерзание этого тигра. Ты некому и защитить его. Но, возвращаясь к этой теме, у него остался только имидж. У него есть имидж, и потому он вышел в очках. Мне кажется, он так и подумал. Я буду очень стилевым, и вышел в очках. Зачем он вышел в очках? Я не думаю, что там есть какой-то на самом деле вопрос внешности. Я думаю, скорее всего, это связано, ну, там, или стиля. Я думаю, это скорее связано с тем, что у него есть какие-то проблемы там со зрением, или, может быть, он или простудился, или еще что-то. Раньше не выходил, я пересмотрел его выступление. В очках за последние 2 года он выходил дважды, причем в момент, когда это было не нужно. Один из раз он выходил после поездки на эконом-форум. Я подозреваю, что они там неплохо погуляли. Ну и сейчас, наверное, единственное, что его спасает, это, собственно, вино и шампанское. И потому он вынужден сегодня выйти в очках. Можно предположить так. Но это все, конечно, шутки ради. На самом деле истинной причины я не знаю. По поводу отношения Нет, ну там, к... смотрите, это он же вышел, и все обсуждали его лопнувший сосуд на глазу. Да. Кстати, разводят лютую конспирологию, потому что подобное уже замечали у британцев, например, там, у Елизаветы покойной, у Чарльза. Ну, что-то эдакое, то есть очень странное совпадение, и вот они появляются, ну, скажем так, с этим лопнувшим сосудом, что они делали, да, что с ними происходило. То есть один глаз, то есть если болезнь, то как бы на два. В общем, как бы дело такое, как бы полуличное, но это чтобы как бы прикрыть вот этот вот, ну, скажем так, срам, да. Хотя, по большому счету, ну, мы же видим, это тоже олицетворяет, если убрать конспирологию, олицетворяет вообще моду европейцев. Помните Шольца в повязке? Шольц в повязке. Вот Шольц в повязке. Я, в принципе, ожидал бы, чтобы Макрон надел повязку, как Шольц когда-то, а не очки. Ну, как бы, тоже стиль такой пиратский, нормально, хорошо бы. Он бы был еще более мужественен, чем в этих, скажем так, очках на Давосском форуме. Ну, это все, конечно, детали, но это тоже очень интересно к обсуждению вообще вот по поводу действительно имиджа, да, имиджа Макрона. И все-таки, смотрите, давайте вот вернемся к Украине, с вашего позволения. Макрон же это же человек, который целует Зеленского при встрече. Все же видели, и это тоже опять всплывает. Франция опубликовала вот этот вот кусочек, да, с 10 мая прошлого года, когда все Да-да-да. приехали, ну, да, там куражились с салфетками, ложечками там в паровозе, то есть все это помнят.
И они опубликовали, как это все выглядело. Он звонит по громкой связи Трампу, говорит: ой, извините, сейчас утро. Там Зеленский хотел 2 слова сказать. Зеленский вышел, сказал: мы готовы на перемирие, ну там дави на Россию, Россия не готова, санкции против нее. Трамп ничего не сказал про санкции, говорит: о, отлично, я с Россией договорюсь, все замечательно, как бы все. Но после этого все же помнят, нам 10 мая рубанули там коалиция желающих, ультиматум Путину, 30 дней перемирия или мощные санкции от всего Запада. И вот мы помним, как... Ну, они это опубликовали, понятно. Чтобы там Трампа пропутинским выставить, это понятно. Но с точки зрения здравого смысла, вы же наврали тогда. Да, вы же 9 месяцев назад наврали с 3 короба. Вы не то что приукрасили, вы выдумали вот этот ультиматум от Запада тогда, да, чтобы каким-то образом сбить вот эту историю. И не факт, что сейчас все происходящие вещи не такие. Я зайду немножко, сделаю маленький шаг назад для того, чтобы у людей было понимание, почему так происходит. Значит, есть 4 основные проблемы, из-за которых возникают ошибки мышления, и почему мы ведемся на эти ошибки мышления. 4 проблемы, не больше. Первое – это слишком большой объем информации. Нервная система не любит обрабатывать большие объемы данных. Второе – это недостаточно смысла, то есть многозначность этой информации. Люди получают много разных вводных по поводу одной и той же информации. Сегодня происходит, допустим, ситуация с попаданием в электроснабжение, и кто-то говорит, это проблема заключается в том, что мы не защитили, кто-то говорит, проблема заключается в том, что они напали. То есть большое количество информации, недостаточно смысла и большое количество информации. Третья причина – это необходимость действовать быстро. Когда нам нужно принимать решения быстро, мы допускаем больше ошибок. Это нормально. И последняя причина – это фильтрация информации для запоминания. Мозг всегда предпочитает запомнить более простую и четкую концепцию. И в этой всей истории мы можем наблюдать, что согласно этим 4 принципам действуют украинские власти. Неосознанно, потому что они не умные, но они это делают. Во-первых, они подают большой объем информации, который обработать невозможно, большая часть из которого – это абсурд. Даже про властные каналы. Посмотрите на эти каналы «Миллионники», я не буду их называть, чтобы их не рекламировать, но я уверен, что многие из вас знают эти каналы. Вот там постоянно подается какая-то информация, и обратите внимание, всегда обращайте внимание на те посты, которым закрыты комментарии. Если комментарии закрыты, это провластный пост. Второе. Недостаточность смысла, ну, то есть многозначность информации. Вам дают в одном и том же канале им 2 интерпретации одного и того же события. И ни одна из этих интерпретаций не является правильной. Это тоже нужно учитывать. Необходимость действовать быстро. Вот скажите, как может, вот тут проблема, как может действовать человек, у которого не слили воду из отопительной системы, и у него просто полопались трубы? Это капитальный ремонт для жилья. И я прошу прощения, что я спускаюсь на этот уровень, ну, сейчас на уровень проблем человеческих, но я по-другому просто не могу это объяснить. И в таких ситуациях принимать быстрое решение необходимо власти, и она может всегда оправдать ошибки, которые она совершала. Чем быстрее надо принимать решение, тем легче ей будет оправдать, собственно, проблемы. И последняя фильтрация информации, что человек запоминает вот что-то более простое и четкое. Разговор лозунгами. И теперь мы видим, что вся тенденция событий в Украине, она сопутствует этим 4 принципам. Вся задача украинских медиа и вся задача того, что происходит в Украине, искажать реальность. Это просто королевство кривых зеркал. Потому, когда мы возвращаемся к тому, что там придумал Зеленский, что он говорил. Он там говорил Трампу, а вот Макрон, а вот другие участники, а вот Шольц был. И вот и все это, то, что знают люди, которые слушают там новости, смотрят. Те, кто смотрит не оппозиционную какую-то платформу, а те, кто смотрят, вынуждены смотреть в стране. Люди получают огромный набор ложной информации. Ни одна из этих, скажем так, ни один из наборов информации не является достоверным. Для чего это делается? Это я отвечаю на ваш вопрос по поводу того, почему вот эта коалиция желающих, как это все. Когда у государства, у представителей государства, у людей нет четкой позиции, а позиция не может сформироваться, потому что я только что назвал 4 причины. Нет четкой позиции, основной представитель этого государства, то бишь Зеленский, может выдавать любую позицию как позицию государства
и людей, потому что люди всегда путаются. Смотрите, как удобно делается. Сейчас у нас нету там, как там, у нас немає світла, у нас є тепло, у нас немає тепла, там еще что-то еще есть. В общем, вот эта вот песенка, это реальность, у нас так и происходит. Но тут же сразу выходит человек, который говорит, ну вот мы опрашивали людей, и они сказали, что лучше без света, чем сдаться России. Мы готовы терпеть сколько угодно, лишь бы не под триколором и так далее. Я такого нарратива не слышал ни от одного человека, который реально живет в Украине. Я ни от одного это не слышал. Но из-за того, что так разрознено мнение и не сформирована общая позиция у общества, Зеленский может говорить все, что он считает нужным. А так как я сказал, у него нет статуса с самим Зеленским, как с представителем государства никто не считается. У него есть только репутация, ему в тупую верят. Вот смотрите, верят тому, у кого есть репутация. Но действует так, как хочет человек со статусом. Весь мир верит в то, что говорит Зеленский. То надо, там Россия, так. А действует так, как сейчас нападет Трамп. Понимаете, вот это нонсенс. Но мы живем в этом мире. Давайте, Да. давайте о нарративах, Спартак. Значит, вот, пожалуйста, нарратив. Это, кстати, смотрите, тут тоже я с вами согласен по поводу действий власти. Вот для этого были в том числе и записываются вот эти, ну, придумано, это такая какая-то относительно недавняя форма, в конце прошлого года ее вводил Зеленский во время путешествий своих. Тут же тоже цинизм, да, я не еду в Давос, потому что я нужен своей стране. Все прошлые визиты, причем такие, ну, безрезультатные. Ну, то есть, какой-то меморандум с тем же Макроном на несуществующие самолеты за несуществующие деньги в каком-то там непонятном году. То есть, какие-то непонятные вещи. А в это время Киев обстреливали постоянно. Или Украину, там, другие города, трагедии. И он еще, помните, возвращается. Я срочно возвращаюсь, обстреляли. Вернулся, там, мишек положил, каких-то цветочков. Это ведь все мы помним. Это не стереть вот так просто. А тут, смотрите, нет, я остаюсь в стране. Причем толку-то с него, с шоумена по... Ну, опять-таки, если мы ударимся в технократизм, ну, то есть, смотрите, это абсолютно рабочий момент. К нему надо быть готовым, если ты продолжаешь войну. Это абсолютно должны быть технические, технологические решения. Ну, там, провода под землю, а не на вышках, какие-то укрытия, какие-то там под землю трансформаторы, какие-то вот эти моменты, там, какие-то тайные, помните, нам рассказывали, писали в прессе, тайные какие-то аккумуляторные блоки, которые там помогут, короче. То есть, это абсолютно такая техническая вещь. То есть, мы должны взять вот эту старую систему, и советскую, и ее модернизировав, спрятать. Ну, то есть, если вот такая линия. И тут возникает же вопрос, подождите, ну вы же настроены воевать, ну тогда сделайте это. И когда вот это вот ходят люди, выходят и начинают перекрывать дороги и говорят, ну они как перекрывают? Вот у меня выключают, а в соседнем доме или там доме напротив не выключают, или в соседнем районе. Давайте справедливости, понимаете? То есть почему у тех... Да потому что нет технического решения, у власти нет специалистов, которые могли бы это сделать. Во-первых, страна большая, это очень тяжело и дорого, и на это никто, ну, на это дают деньги, но это очень тяжело, это очень, очень долго. Во-вторых, мозгов нет, чтобы нормально вот эту систему ТЭЦ, которая сейчас, или там каких-то мобильных котелень, а и начали бомбить мобильные котельни. Там начинает воевать Зеленский с Кличко, а те говорят, смотри, Харьков, как хорошо. И как бы все же в шоке были, да, он, получается, навел на Харьков. Ну и нормально, то есть бомбят сейчас Харьков, вот эту систему, которую там Терехов придумал, да, со своими, но это все-таки Харьков, это все-таки город, где там инженеры хоть какие-никакие там пооставались, понимаете, они там хоть как-то видят этот момент, как можно спастись. Они вот сейчас лупят по Харькову. Ну, тоже такой эпизод. И вот по нарративам выходит Зеленский, и он дает, ну, этого мало кто заметил в потоке інформації, ви праві. Вот що він говорить. NHK. Сьогодні виповнюється рік з дня вступу президента Трампа на посаду Сполучених Штатів Америки. Згідно з опитуванням громадської думки, довіра українського народу до Сполучених Штатів значно знизилася. Як президент Зеленський оцінює посередницьку дипломатію Трампа за останній рік? З огляду на проблеми в Венесуелі, Гренландії, чи вважаєте ви Трампа надійним партнером?
То есть идет вопрос, как вы оцениваете Трампа? Ну, понятный вопрос. Смотрите, Венесуэла, там, туда-сюда, вот как он, как посредник, дай оценку Трампу. И тут же у него такой, знаете, ну, момент истины, надо же как бы ответить, но он сам выбрал этот вопрос, он сам на него отвечает, то есть это конкретно его посыл. Все удивлялись этого формата, там, когда ему оставляют текстовый вопрос, а он типа отвечает голосом. Это прям, ну, и вот что он выдает. Як я оцінюю? Скажу вам відверто. Нам потрібно вижити. Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. Как оцените? Ну, скажу честно, нам надо выжить, мы боремся за независимость, за свободу, за свое существование. Окей, так про Трампа. В цій боротьбі нам потрібна будь-яка допомога. Ми вдячні Америці за допомогу. А президент Трамп відновив розвідку. Зараз ми бачите, сьогодні знов масований удар. У нас є ракети Петріот. Не все ідеально, але воно приходить. Ми вдячні за таку допомогу. Ми захищаємо своє небо. Поки що Америці не вистачило сил зупинити Путіна. Хоча на цьому дипломатичному шляху, скажу відверто, майже 3 документи, важливі документи, вони готові. І вони ті, які будуть захищати нас в майбутньому, і ті, які будуть відновлювати життя в Україні. Це важливі документи. Вони якісні. Що стосується санкційної політики, а вже ж ми хочемо більшого, але тим не менш танкери зупинялись Сполученими Штатами Америки і президентом. Санкції на енергетику вводились. Чи може Америка зробити більше? Може. І ми дуже цього хочемо. І ми вважаємо, що американці спроможні це зробити. Вони силу свою демонстрували не раз. Дякую. То есть, ну тут надо просто дать оценку этому. Смотрите, спасибо за разведданные, спасибо за там, конечно, нам нужна любая помощь. То есть он сначала как бы его поставил в стойло вместе со всеми, потом говорит, может больше, может, но посыл-то такой, ну, скажем так, атакующий. Пока что США не может остановить Россию. Дерзкий посыл достаточно. Нет, Александр, вы вот сейчас прямо искажаете информацию очень важную. Не США может остановить Росію. Цитата. Поки що США не змогли зупинити Путина. Смотрите, Да, вот Путина. это важно, это очень важно. Почему это важно? Он легитимизирует одну личность неспособностью целого государства, которое является огромным ядерным государством. Зеленский не понимает ни хрена, но в частности не понимает, что он придает силы. Он же не обесценивает Трампа. Он же не может себе позволить рот открыть и вякнуть что-нибудь на Трампа. Вы заметили? Смотрите, это, я обожаю этот момент, когда Зеленский демонстрирует свою неполноценность. Вот он говорит, США не смогли как бы ничего сделать Путину. Подожди, секундочку. Тогда уже говори правильно, США не смогло сделать ничего России. Это больно сказать. Почему? Потому что тут противопоставляется 2 государства. Правильно? США слабее России. Тогда говори по-другому. Говори, Трамп не смог ничего противопоставить Путину. Нет, тут ты не можешь, потому что твой хозяин, у тебя много хозяинов, но один из таких самых больших хозяинов. Ты не можешь использовать хозяина как представителя слабой позиции. Ты не можешь сказать, этот президент ничего не смог сделать этому президенту. Потому он идет вот следующим путем. США ничего не смогли противопоставить Путину. Те, кто слушает нас, я надеюсь, вы даже если не заметили этот момент, обратите внимание, Зеленский избегает комментариев, где он будет озвучивать действия Трампа. Он Трампа хвалит только за хорошее. Он говорит про хорошее. Но когда надо хаять, то хаять США. И это называется подмена тезиса в технологии логических ошибок. Он берет и подменяет тезис. То есть он меняет суть, но как будто бы, казалось бы, тоже важную вещь, но на самом деле это полностью меняет весь процесс. Потому что, еще раз, не США воюет с Путиным, не Трамп воюет с Россией. Это не так работает. Лидеры, мировые лидеры, у которых есть позиция, Путин и Трамп, взаимодействуют для того, чтобы прийти к соглашению о том, чтобы Россия и США имели какие-то... Это давно у нас такая история. Вы же видите, что у нас с Россией воюет Зеленский. Зеленский и женщины в Мюнхене тоже, кстати, очень неплохо воюют. Это вы говорите. Подождите, там такая гвардия, я обожаю. Эти видели, да, эти посты? Говорит, краще без світла, ніж під триколором.
Заходишь, смотришь, где там локация, где-то там Майорка, ну, там еще что-то. Я обожаю эти войны. Да, вы правильно говорите. Это распространенная проблема. Но это распространенная проблема среди обывателей. А нам нужно посмотреть на эту проблему с точки зрения, скажем так, стороннего наблюдателя сверху. И сверху становится ясно, что вся политика ведется таким образом, чтобы ничего не говорить про одного человека, ну, про Трампа, и противопоставлять весь мир одному Путину. То есть он настолько легитимизировал, он настолько, я не помню, рассказывал я или нет на эфире эту историю, значит, проводились опросы разные в разных странах. В Японии, в Южной Корее, ну, там, в Азии, которые не имеют прямого отношения там, к России, к Европе и так далее. Потом проводились такие опросы в Австрии, проводились опросы в Канаде. В общем, подходили к людям, молодым людям, ну, там, от 18 до 25 лет, и показывали фотографии управленцев. И просили, ну, разных лидеров, и просили назвать, можете ли вы назвать это. Так вот, Зеленского почти никто не назвал. Многие японцы не смогли назвать имя своего премьер-министра, потому что им показали фотку, они не знали, кто это такой. Но когда показывали Путина узнавали все. И в этой ситуации не играет роли, хороший он или плохой. Его знают. Это и есть статус, Александр. Это и есть статус, когда тебя знают, и все остальное не имеет никакой роли. Трампа знали все. Путина знали все. В Китае хорошо знали Си, тут вопросов нет, но во Франции, например, не знали, как выглядит Си Цзиньпин. Кто-то сказал, что это тот мужик, который его по Гангнам Стайл, танцевал. Ну, то есть вот уровень познания людей в области политической сферы. Потому все, что нужно знать. Не воюет Трамп против Путина, и не воюет отдельное государство против Путина. Зеленский виноват в том, что весь мир легитимизировал статус Путина. А Путин, он же не представитель Путина. Путин представитель России. И он всегда говорит: Российская Федерация, Российская Федерация, Российская Федерация, мы, Российская Федерация. Он не говорит: я верну там какие-то территории, я верну Донбасс. Так говорит, кстати, Трамп. Я верну нашей стране, я верну для США это. Не США вернет себе то, что заслуживает, или то, что было его по праву, а я верну. И это выразительная черта Трампа. Он очень такой, ну, достаточно нарциссичный, он хочет себе больше внимания, а Путину это не нужно. У него свой план, он там двигается. В этой всей истории, опять-таки, к чему я хочу привести, ну, чтобы так, знаете, закончить эту мысль. У Зеленского все, что есть, это возможность демонстрировать там, незламность и все остальное, которое не имеет. Это нулевая информация. С его уст это звучит уже раздражающе. Я просто слышу его голос, у меня начинается какой-то, знаете, каждый раз, когда я его переслушиваю, неприятный человек. Он не говорит ничего по существу. Он везде меняет тезисы. Он использует неподходящие категории. Он смешивает мягкое с теплым. И это приводит к тому, что у украинцев из-за этого подонка, вот я скажу именно прям, он подонок, из-за него не сформировалось мнение у нашего государства. Из-за него мы выглядим, вообще Украина и украинцы, если мы берем возрастные категории, то, например, США это 35-летний мужик, там, грубо говоря, Италия это 45-летний мужик, ну, то есть по своему развитию. Украина это 9-летние дети, которые выбегают на улицу и говорят: смотрите, у них горит свет. Я хочу, чтобы у него было плохо. Никто не говорит: включите нам свет. Все говорят: выключите у них. Помните, Ну, потому я говорю, что вот ты, когда ситуация. выходишь и говоришь: включите нам свет, я вообще, если честно, у меня последние 2 дня какие-то такие странные мысли, ты уже анализируешь ситуацию, потоки информации, понятно, что заявление, пытаешься что вычленить. Ни один не вышел и не сказал: давайте выходить на русских, запрашивать воздушное перемирие, запрашивать вот эти неудары, ну, то, о чем, в принципе, договаривались дважды, ну, это если так громко, да, я помню, дважды были вот эти разговоры, прям тема поднималась. Никто не вышел, не сказал, что давайте, окей, там, тяжело остановить войну, тяжело, но давайте пойдем на какую-то, ну, вот эту хотя бы договоренность. Да, россияне сейчас говорят, что типа нет, нам только никаких перемирий, ну, так перемирия и не будет. Будет, например, там,
ну, там, чтобы воздержались от вот этих ударов. И для этого, да, придется что-то уступать. Да, пытаться хотя бы попытаться что-то сделать. Не попытаться продавливать вот эти документы, которые завернули, плюнули, и то, с чего вы прям начали сегодняшнюю нашу программу, что я ничего тебе не дам. А он говорит, вот у нас 3 документа, они такие хорошие, они готовы, бери да подписывай. Нет, надо выходить конкретно и на россиян и говорить, давайте, мы там не будем бить туда, вы не будете бить туда, давайте так договариваться. Но это же просто цирк, что происходит непосредственно. То есть, да, давай, и все это поймут. Все же как говорят, нет, мы не будем вот это. Все, значит, всю дорогу со всеми договаривались, куда стрелять, куда не стрелять. А тут, когда, собственно, перешли вот этот край потужности, прям никто не поймет. Да все только вздохнут более-менее с облегчением. И это будет отправной точкой для того, чтобы достигать дальнейших договоренностей. Так войны заканчиваются, так они, в принципе, коммуницируют, дипломатия. Никто об этом не говорит. Все говорят наоборот. Нет, до последнего, до конца. Так уже конец, вот он. Света в конце тоннеля уже не видно. То есть сейчас не видно. света вообще не видно, понимаете? Ни тепла, ничего. А по поводу украинцев, как воспринимаются, ну, простите, Спартак. Я, если честно, прозрел. Я думал фейк. Я думал, кто-то, ну, что-то где-то, ну, там немножко, ну, может, что-то нашло на кого-то, что-то вырвало с контекста. Я посмотрел вот этот кусочек, который сейчас покажу, посмотрел полностью выступление. Значит, на фоне отключений тепла и света сейчас опять проблемы. Выходит там харьковский губернатор Зеленского, говорит, что 90% области выбито. То есть, ну, Харьковская, Черниговская, проценты сумасшедшие. Областей мы же как меряем? От Харьков, там вот Терехов молодец. Молодец-то молодец, повыбивали все, понимаете? И там ужас, что происходит. На этом фоне к нам приезжает представительница МВФ Кристалина Георгиева. И ее очень так мило встречает Зеленский. Говорит, так важно, вот нас бомбят, а вы тут нашли возможность приехать. Спасибо вам. А та говорит, вы такие молодцы. Для нас, как для институции МВФ, большая честь вам помогать. Выходит Кристалина и выдает субсидии на тепло и свет. Надо от них отказываться. Угу. Значит, потому что вот вся ваша налоговая нагрузка, надо вот переводить ее, ну, короче, жесткая реформа по налогам нужна. И вообще, мы так вами восхищаемся, украинцы, вот вообще, никто бы так не смог. Надо вставать по утрам и рычать, как лев. И прям показала. Still have electricity, heating subsidized. They're subsidized for a reason. We know why the country is doing it. То есть она полусмешком говорит, типа, вот субсидии, мы понимаем, почему государство это делает, мы понимаем, надо отказаться. But that has to go. You have to believe in yourself. Верь в себя, believe in yourself, верь в себя, как лев. As a lion. So get up in the morning and go, row. Встаешь утром и прям показывают, и так утром, и так, оу, типа, я лев. Слушайте, смотрите, я думаю, что... Можно, конечно, сказать, идиотка, но надо разбираться, почему она так об украинцах. А как можно вот еще давайте по-другому зайдем. Вот как еще можно про украинцев? Ну, смотрите, я еще раз, во-первых, важный момент. Я не пророссийский. Если кто, я к России имею... У меня только 2 связи. Во-первых, я там родился, во-вторых, я там учился. Все, это все, что у меня есть. Я больше отношения никому, мне денег никто за это не платит. Я украинец. У меня, я недавно, знаете, сделал себе еще паспорт один. Сейчас проблема такая, что загранпаспорта, время иссякает, нужно сделать. Я думаю, у меня 3 года осталось на одном паспорте, схожу, сделаю. Сделал себе еще один паспорт, звоню маме, я говорю, представляешь, сделал себе еще один паспорт. Она говорит, ну что ему у тебя, говорит, сказать, сынок, у тебя 2 паспорта, и оба украинские. Ну, как бы это все, что нужно было знать. Суть в чем? В том, что я, будучи украинцем, не могу сказать, что к украинцам может быть какое-то другое отношение. Ну вот, а как по-другому к нам относиться? Ну, смотрите, сначала над нами издеваются.
лишают всех возможностей, отправляют на смерть, не считаются с нашей позицией, отнимают у нас право руководствоваться Конституцией, но когда удобно, они тычут эту Конституцию. Когда не, то есть обязанности мы должны выполнять по Конституции, права конституционные наши нарушаются. Сначала об нас вытирают ноги, отправляют умирать, лишают всех возможных льгот, а те, кто пошли воевать, потом их лишают тоже возможностей после того, как они лишились конечностей. Над нами издеваются, ухудшают качество жизни. С каждым следующим годом качество жизни украинцев ухудшается. Ну, и они такие, типа, ну, давайте, наверное, может, вы тогда порычите, это, может быть, сильно поможет. И вот она просто это говорит, понимая то, что она никакого отношения не будет иметь к Украине. Она никогда не будет иметь никакого отношения к выживанию. Она такая довольно женщина упитанная, вижу, она там утром покушала хорошо, теплую пищу в теплом жилье или в хорошем ресторане. Ресторан – это отдельная, конечно, тема. Так вот, как еще можно относиться к украинцам? Скажите, ну, с уважением нет причин уважать украинцев. То есть у мира нет причин уважать украинцев. Они могут испытывать жалость. Это одно из худших чувств, что можно испытывать к человеку, особенно к воину, который борется за свое выживание. Причем, ну, давайте так, правде в глаза посмотрим. Украина довольно стойко, ну, не Украина, украинцы довольно стойко сражаются, причем против неслабого соперника, довольно против серьезного большого государства, с которым, хотим мы этого или нет, мы все равно будем потом дружить. Вопрос времени. Это вопрос времени. Германию презирали, канцелили, она совершила сильно больше поступков плохих, чем Российская Федерация. Но сейчас все, друзья, все отлично. Так что вопрос времени, когда это все забудется. Так вот вопрос к украинцам. Зачем затягивать процесс примирения, если от процесса примирения зависит ваше благополучие? Может, проблема заключается в каких-то других моментах, не только в том, что есть какие-то лозунги и клиповое мышление, основанное на пропаганде. А давайте, вот правда, это, кстати, вот хорошая мысль, вот по поводу этой Кристалины, ну, чтобы закончить этот, прокомментировать ее. Слушай, ну она молодец. Ну, она-то, вы же видите, она со смешком. С издевкой. Нет, я не увидел там издевки на самом деле. Издевки не было. Она как-то вот со смешком, она вот как-то вот с удовольствием, что она в такой потужной компании. Потужной компании. Она молодец. Ну, то есть, она на самом деле, вот понятное дело, что сейчас вообще такое время, когда вот время срывает маски. Вот эта трагедия, она на самом деле, ее, конечно, нельзя, чтобы она была, но она нужна была для именно этого процесса, когда украинцы покажут себя по-настоящему украинцами. Я делился у себя в телеграм-канале видео, Савик Шустер, там это «Свобода», Жириновского включали, 2008 год. А там смотришь, а там все. Гордон, Корчинский, Портников, вот это все вот эти лица, они там Пономарева выпустили, они говорят, мы будем воевать, мы такие воинствующие, мы там Пономарев начал там что-то намекать, что евреи, родители у Жириновского. Ну вот это прям кусок видео, там фрагмент эфира, где Корчинский говорит, что мы там воинственная нация, нам нравится воевать, мы умеем воевать. 2008 год. Тут выходит и говорит, смотрите, ну у вас, конечно, классно, у вас демократия, все замечательно, только в гробы к моим родителям лезть не надо. И четкий и посыл. Смотрите, Севастополь, там будет русский флот. Там Крым, будет вот такой. То есть он не говорил тогда про аннексию, это время другое было изначально. Он говорит, вот это вы в НАТО не будете. Ну, то есть нет. Понятно, да. 2008 год, сейчас 2026. И вот, во-первых, морды все те же самые. Это вот тоже особая теплота от этого видео. Да, даже вот Шустер, и продюсер его, сейчас он у нас зам главы ПВО по дронам. Представляете, купол будет антидроновый строить. Во-первых, лица все те же самые. Во-вторых, тема та же самая. Никакого НАТО, вот база, давайте договариваться, давайте там Крым. Сегодня Медведев пишет о том, что претензии России оправданнее на земли Украины, чем Америки на Гренландию.
Тоже Это такой 100%, я тоже понимаю это. специфический посыл, да. Понятно, что он там обижает европейцев, у него свой стиль у этого Медведева. Но вот если в смыслы мы вдумаемся. Сейчас вот видите, уже не стало Жириновского сколько, да, и все вглядываются в смыслы сказанного тогда. С Медведевым вряд ли так будет, то посмотрим, как еще будет. Мы не понимаем, как развернется история. Но тем не менее, Кристалину не надо винить. Кристалину Георгиеву надо воспринимать с позиции, ну, кто она, да, кто она. Она приносит, как это, в клювике немножко денег, за которыми, может быть, будет стоять больше, в долг, и пакеты реформ. Кристалина – это контрагент того, что делает украинская власть под колпаком, ну, там, глобалистов. А по поводу как человека, ну так вот так выглядит наша потужность. Вот так. Нам, понимаете, как вот эти там Мария Антуанетта с пирожными, со всеми на свете, вот выходит Кулеба, да. Его, кстати, он с ним тоже встречался, Зеленский, но пока никуда не назначили, думают пока. Это у нас Кубракова, он встретились и назначили советником. И говорит, идите выпейте кофе, пожалуйста, в кафе, идите покушайте в ресторане. То есть про пирожное, хлеба нет, иди поешь пирожное. Ну, Так, типа, министр чтобы, экономики, не иначе. Это ну, то есть, чтобы поддержать деньги. бизнес. Вот это вот примерно в одном и том же. Ну, что ты ж мощный, потужный, встаешь утром, порычи. Тебя нечего жрать, нет у тебя. Сходи в ресторан, ты ж поможешь. Вот абсолютное непонимание ситуации. Как вы объясните? Вот смотрите, вот вы когда начали это объяснять, вот именно с позиции Кристалины, я с вами согласен. Я на это так не посмотрел. Видите, у меня есть тенденция заблуждаться в вопросах, которые имеют не только психологическую подоплеку, но и экономическую, и немножко другую позиционную. Да, во-первых, Кристалина, кто не знает, она имеет отношение к банку, который помогает потом с выделением больших средств. И так как моя ошибка, что я проигнорировал этот момент, а это же на самом деле играет большую роль. Украина всегда будет разменной монетой для этих представителей. Это просто возможность вести дальше бизнес и взаимодействовать с мировыми рынками. То есть и при этом Украина не игрок. Украина, ну, по сути, монетка. Ну, то есть, типа, ей будет играться. И да, согласен. Особенно с заявлением Кулебы. Понимаете, уже ему и там прочим, там Тина Кароль тоже ошибку допустила, им уже как бы украинское общество напихало. Но знаете, в чем дело? Что это ни на что не влияет. Украинское общество не ликвидно. То есть, смотрите, мнение людей в государстве Украина не ликвид. Оно ничего не стоит. Даже вот в Бельгии люди, которые выходили на какие-то протесты, связанные с отказом от введения торговых отношений с Латинской Америкой. Кто не знает, это очень важный момент, но мы не будем в него вдаваться в подробность. В общем, кому интересно, поинтересуйтесь, загуглите. По крайней мере, я у Александра видел в телеграм-канале, был про это маленький пост, вы можете посмотреть, потом захотите этот. В общем, суть какая? Что эти протесты и этот конфликт на самом деле играют важную роль. Так демонстрируется власть народа в государстве. Нет у украинцев никакой власти народа. Я это понимаю как украинец, я понимаю, что мы все в зависимом положении. Вводятся санкции против украинцев. Ну, то есть это абсурд полный, такого быть не может, это нарушает Конституцию, Конституция не важна. И вот когда человек выходит, некогда министр, и, как я считал, не глупый человек, выходит и порит вот такую ерунду, говорит, типа, сегодня обязательно выйдите в кафе, поддержите малый и средний бизнес, покушайте, то есть не ешьте дома, поешьте где-то в другом месте. Вот видно, что ему никто не подсказывает. То есть человек сам работает над своим имиджем, потому что репутации у него нет, статуса у него никогда не было. Я вам скажу, так даже когда Кулеба был на посту, у него не было статуса, он просто существовал, с ним не особо считались. И когда Так мы он говорим... он даже по пути Гордона пошел, он с женой записывает подкасты.
Да. Это тоже не интересный имеет. момент. Ну, нет, смотрите, Гордон, там у них информационное агентство, она там тоже журналист, редактор, Бацман, он сам тоже там фигура, да, тоже на этих записях 2008 года фигурирует. Понятно, да, то есть там можно как-то это оправдать, хотя это очень странно. Через стенку сидите и вот это вот по скайпу или там по какому-то там общаетесь. Но Кулеба, видите, он тоже избрал этот путь. Поэтому тут насчет того формирования имиджа. И вот опять-таки, смотрите, не Кристалина. Ну, вышли, порычали. Она подумала, что она остроумная. Тут у нас это, конечно, очень сильно обидело. Не вот этот Кулеба. Он, в принципе, нормальную же вещь сказал. Если у тебя, понятно, если у тебя есть возможность, ты спустись там, где под генератором коптит какая-то кафешка, купи там кофе, а не дома вари, потому что ты вроде как заплатишь чего-то, для тебя это, что там, подумаешь, чашка кофе, а ему будет приятно. Этому бизнесу сейчас умирают вот эти кафешки, которые понаоткрывали. Сейчас это действительно проблема, да? Но Кристалина говорит, налоги надо повышать, понимаете? То есть это все можно увязать, это все, в принципе, можно объяснить, но люди этого не хотят, этого объяснения. Люди не хотят, чтобы им это объясняли. С Тиной Кароль вы несколько раз проводили пример. Смотрите, я хочу просто, ну, чтобы мы 2 раза касались, давайте, смотрите, она извинилась. Значит, объясняю, это я просто объясняю в качестве информации. Я не защищаю Тину Кароль, я сам против, но, значит, была во время блэкаута 23-го года, 22-23, да, когда Суровикин начал бомбить ТЭЦ, и у нас тоже были очень большие отключения, 22-го, нет, 23-го, наверное, 23-го. Ну, в общем, 22-го, 23-го, там, да, значит, они как бы там пара была молодая, он композитор, они женились, он написал ей песню, это его песня. Это о том, что мы вдвоем, мы друг друга любим, там нет светла, нет света, нет. Это вообще личная история. Это абсолютно не песня, это не лейбловская, не какая-то. Это просто он написал на свадьбу. Очень милая, как бы хорошая песенка по событиям тех блэкаутов. Сейчас она ее просто подняла и перепела, ну, вроде как, чтобы поддержать, и начала записывать ролики в ТикТок, ну, как, чтобы прокачать узнаваемость. Стандартная же практика. Ну, берут и вот это вот рот открывают под записанную песенку и так далее. Но на нее обрушился столько гнева, просто неимоверное количество, и она вот долго молчала, уже пока все не перепели, и вышла с извинениями. Вот что говорит, вот что сказала. Давайте проанализируем ее извинения. Это, между прочим, как это, Спартак, по вашей части. Мої вітання усім, я Тіна Кароль, і це моє відеозвернення «Вибачення». Вибачення всім тим, кого торкнулася ця пісня. В нас немає світла, в нас немає води, в нас немає нічого, і добра в нас немає. Пишу, що я в не контексті. Я в контексті безпосередньо максимально. Я навпаки хотіла об'єднати композицію уривком з Тіктоку всіх, а об'єднала всіх проти себе. Ну, вийшов такий мем. Нічого, вибачте мене, будь ласка, хоч і болючий для мене мем. Це не заказуха, це не методичка від влади, я не виконую ніякі замовлення. Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати, тому що все своє життя я підтримую людей творчістю. І на цей раз було так само, тільки з добрими намірами. Захотіла заспівати, що в нас нема ніхрена, а в нас є тільки ми з вами. В цей тяжкий час мене рятують тільки позитивні думки, і я хотіла з ними якось поділитися. Мені теж не вистачає тепла, добра і деколи, і подеколи сил. Прошу у вас вибачення, кого зачепило це відео. Дякую всім за підтримку, хто зрозумів, що пісня не є винуватцем всіх бід. Для мене особисто цей діалог дуже важливий. Дякую, що вислухали. Как вы оцените это публичное извинение Тины Кароль? В целом неплохо, я даже знаю, кто ей написал то, что нужно сказать. Хорошо знаю этого человека, и он большой молодец. Значит, по поводу... Я бы убрал слово «мем». Объясню почему. Есть такое направление, называется психосемантика. Психосемантика – это изучение смысловой нагрузки в зависимости от подачи информации. То есть какие слова мы используем для того, чтобы повлиять на массы. Мем снижает значимость любого события и придает ему комическую коннотацию. Я считаю, что нет никакой комической коннотации в песне про тепло и про все остальное.
по такой логике абсолютно любое идиотское решение, принятое властью, можно впоследствии назвать мемом. Одно дело, когда твой мэр города как бы не умеет разговаривать и потом из этого тоже делает мем в мирное время. И совсем другое дело, когда в ситуации, когда у тебя нет возможности даже, смотрите, ладно, ты не можешь там себе подогреть еду, чай, дети маленькие. Вот маленький ребенок, нету 3 дня света, нету электроэнергии, 2 дня, 3 дня. Маленькие дети. Не знаю, сталкивается ли ее семья с этим. То есть именно, есть ли у них возможность жить качественной жизнью. Я не в контексте жизни Тины Кароль, но когда ты обесцениваешь и мемизируешь катастрофу, а это катастрофа, Александр, когда ты мемизируешь катастрофу, ты снижаешь значимость переживания людей. Для меня ее ответ вообще понятен. Он классный, хорошо написанная рекомендация. Это не ее идея, она не может так разговаривать, это не ее идея. Но мне не понравилось вот это. Я бы поменял в следующий раз тот, кто писал, или если это она сама использовала это слово, собственно говоря, я бы убрал слово мем. Мем снижает значимость реальной трагедии, а то, что происходит сейчас в государстве, это на самом деле, Александр, большая трагедия, потому что никто не учитывает значимость переживания обычного человека в стране. Обычного человека, у которого нет ни власти, ни возможностей. Вот что интересно, сейчас массово, давайте так, по одной из информаций, массово будут уезжать все, кто имеет хоть какое-то отношение к власти. Ну, следующие 3 дня. Ну, это как-то связано, может, с орешником, который все ждут. У нас Я не думаю, кстати, что... Несколько дней уже, вы заметили, там орешник сейчас будет. Сейчас будет орешник, какой-то Да, обстрел. но я- Зеленский начал предупреждать об обстрелах. Вот орешника сейчас ждем на этой неделе. Я не думаю, что будет орешник. Почему? Потому что единственная боевая часть орешника, которая может быть, это бомба, прям ядерная, да, это серьезно. Вряд ли они будут это использовать, это слишком жесткая эскалация. А тратить такое оружие, чтобы болванками дробить то, что можно дробить искандерами, или баллистикой, которая, кстати, дает больше эффекта. Я не думаю, что это будет орешник, я просто думаю, что это будет погружение Киева в 13 век. Кстати, тем веком, которым гордится Украина, вот там вот его туда и погрузят. И не будет того, что есть даже сейчас. Потому надо наблюдать за тем, как меняется окружение. И я уже рассказывал, да, что перед войной количество съема женщин женщин легкого поведения снижалось. И я также говорил в одном из эфиров, что в череде чисел, вернее, букв мы увидим число. И я придерживаюсь этой позиции, я не меняю свою риторику. Я считаю, Александр, что буквально вот скоро мы увидим серьезный компромат именно по Зеленскому. То есть вот удар будет именно по Зеленскому. 2 причины. Первое. Зеленский сейчас сильно мешает процессам, связанным с идеями США. Даже не Россия, именно США. Он сильно мешает. Второе. Недовольство общества накопилось уже настолько, что это нужно как-то реализовывать. И реализовывать это полным снесением власти нерелевантно. Потому будут бить именно по нему, потому что никто уже, видите, уже никто не доволен тем, что Ермака сняли. Все забыли про Медича. Всем плевать на это. То есть единственное, на что можно нормально будет на самом деле повлиять, Так история, смотрите, кстати, так Тимошенко, это пример. это же все объясняет. Так а где Ермак? Где Миндич? То есть, Вот в смотрите, том-то и дело. не было никакой... То есть, даже если бы Ермак реально пошел в ВСУ, ну, типа, реально, не вот это, как он там заявил первый день, когда его сняли, а реально, уже была бы не такая реакция. Если бы Миндичей хотя бы реально искали, и запросы какие-то, экстрадиции, судили, там, да, а так у нас все вот эти министры, все на свете, они там, кто советники, они все отпущены под залог, а их более того, сейчас вот это там шоу устраивают, типа в парламент приглашают беседовать, говорят набушники, да нет никакого подозрения по Умерову и Ермаку, то есть ничего. То есть ничего, понимаете? Никаких последствий это не возымело. Никаких. Поэтому, а вот тут, это, кстати, очень важный момент. Это тоже характеризует общество. Уже с украинцами так нельзя.
Уже там, вот если бы это Кристалина сказала «порычите» в 22-м, это бы восприняли как шутку. А сейчас, в 26-м, это воспринимают ужасно. Если бы Тина Кароль записала эту песню в 22-м, 23-м, ну так-сяк еще бы, да, вот зашло, и было бы круто. А сейчас это не воспринимается. Сейчас даже не воспринимается стандартный подход. Если ты чего где-то как, то ты агент Кремля. Вот по поводу Тины Кароль пишет депутат Ольга Василевская-Смаглюк от «Слуги», бывшая журналист ТСН. Значит, хейт за песню. Уже сутки в сети российское ИПСО и неполезные идиоты пропагандируют и разгоняют злые комментарии по поводу песни в исполнении Тины Кароль. Но когда хейтят абсолютно аполитическую певицу, а это ложь, ну, это я так вставлю от себя. Ну, тем не менее. Значит, в самые черные дни пытаются уклонисты и блогеры с фейковой отсрочкой от службы, и пророссийский след здесь очевиден. Этим должны заняться наши правоохранительные органы. Это условно, да, ну и понятно там, да, а теперь к вонючим пророссийским блогерам они сидят за границей, уклоняются. Красивым украинским девушкам рота не заткнете. Понятно. Это вот пишет Василевская. К ней в ветку комментариев пришел Андрей Богдан. Ну, короче, обгадил ее. Ну, та ему тут тоже что-то ответила. Ну, по поводу этого комментария, да. Уже не работает даже этот момент. Даже рука Кремля уже не работает. Сейчас скажу очень важную вещь. Есть такая логическая ошибка, подписчики тоже могут запомнить ее, и если вы будете с этим сталкиваться, вы сможете сразу как бы на это ссылаться. Значит, есть такая логическая ошибка, которую используют в дебатах в основном очень многие политики. И, кстати, держу в курсе, мы некоторых политиков на определенном периоде учили этим манипуляциям, потому очень хорошо в этом разбираюсь. Есть такая логическая ошибка, манипуляция, называется игнорирование контрпримера, или еще называют апелляция к истинности. Как она звучит? Ну, к примеру, ни один настоящий украинец не станет хейтить украинку за такую песню. И вот она апеллирует к тому, что ни один человек, который не является агентом Кремля, не будет хейтить. Не ведитесь на это. Нету сверхобобщения по национальному признаку. Люди разные, украинцы очень разные. Кто-то поддерживает вас, кто-то не поддерживает. Потому сверхобобщение и апелляция является большой ошибкой. Но есть еще один момент, на который хочу тоже обратить внимание. Есть такое когнитивное искажение, называется предубеждение слепого пятна. Что это такое? Это склонность распознавать ошибки у других, но не способность распознать эти же ошибки у себя. Научные работы Эмили Пронин, кому интересно, загуглите, потом показывали это. Получается так, что в политической сфере абсолютно любой политик, особенно вот эта псевдооппозиция, я обожаю, это псевдооппозиция, которую под залог могут выпускать, это для меня нонсенс, честно скажу. Под такие статьи никто не выпускает. Псевдооппозиция или, допустим, политики могут заявлять о ошибках людей в принятии решений, но при этом, когда общество апеллирует к их ошибкам, они их игнорируют. Вот это вот и есть серьезной проблемой в современном мире, что люди не умеют отслеживать ошибки коммуникации. Для них как бы все происходит само собой, нет ничего страшного, а на самом деле вами, вот как людьми, просто пытаются манипулировать как тупым скотом, примитивными примерами. Мы эти примеры, кстати, тренируем даже с самыми тупыми людьми. Абсолютное неуважение к обществу получается на основании того, как политика взаимодействует с своими избирателями. Спартак, но к власти-то отношение меняется. Кажется, у нас наступает определенное прозрение, и это очень опасная вещь, о которых много говорили политических аналитиков и других людей. Есть такая, ну, скажем, она как бы, понятно, там, эскорт, блогер, инфлюенсер. Короче, девочка, блогер, Ксюша Манекен, написала вот что. Лайк, если сидишь без воды, света, тепла и хочешь рыдать от безысходности, и если ненавидишь украинскую власть точно так же, как и российскую, а может даже и хуже, потому что когда обманывают и обкрадают свои, это намного больнее и противнее. Кажется, этот момент наступил, потому что сама
непосредственно Ксюша Манекен удостоена, ордена, награды за содействие. Буданов, в общем, ей вручал и благодарил за то, что публичная барышня, так сказать, помогала Украине, да, и ее обороностойкости. Александр, в первую очередь, этот представитель не является значимым элементом в вопросах нравственности. Я не говорю про мораль. Мораль – это общественное направление. Я говорю именно про нравственность. То есть тут мы не можем опираться на ее позиции во многих вопросах, потому что она не является мерилом ни статуса, ни репутации, ни имиджа. Она является просто ртом, который при самых обычных обстоятельствах разговаривает, при других обстоятельствах может еще чем-то заниматься. Но опираться на ее мнение по поводу власти нет никакого смысла. От того, что... Подождите, власть ее наградила в свое время? Власть много кого награждала в свое время, чтобы они закрыли свой поганый рот. Это не делает их полезными. Обратите внимание, знаете, вот какой самый глупый вопрос? Тот, который был не заданным. А вот давайте мы это исправим и зададим вопрос. А что с теми людьми, которых власть не награждала, а постоянно презирала, преследовала и канцелила? Почему к их позиции сразу не относиться так? То есть, может быть, вот смотрите, ваша позиция, позиция многих других представителей политической сферы и инфлюенсеров, которые являются оппозиционерами. Все, что сейчас ляпнула вот эта барышня, это же говорится уже годами. И вы придаете этому какое-то значение, какой-то статус. Нет этого, она ничто, она просто ничтожна, она маленькая, она никакая. Люди, которые об этом говорят и рискуют, вы арестуют. Да вообще много людей, которые изначально, Мураев, который с самого начала столкнулся с трудностями из-за того, что говорил то, что считает нужным. Весь вот этот нарратив, причем не такой упоротый и примитивный нарратив, я ненавижу теперь украинскую власть, может, больше, лайкните меня за это. Это примитивизм, это умственная неполноценность какая-то, дегенератизм. И люди на это поведутся, только и в случае, если они тупые, потому, в принципе, по ее каналам можно сделать перепись дебилов. А если посмотреть по факту, то есть люди, которые аргументированно, последовательно, очень четко демонстрируют свою позицию уже несколько лет и, внимание, несут за это ответственность. Она никакой ответственности не понесет. Более того, ей всучили какую-то там награду, этих дегенеративных блогеров чем-то там наградили, что-то им показали. А те, кто уже несколько лет говорят: алло, кстати, вспомните, что происходит, что происходило раньше, посмотрите на ситуацию сейчас. Их игнорируют. И вот это как раз, Александр, это то, о чем я и говорил. То когнитивное искажение, это предубеждение слепого пятна. Нам свойственно обращать внимание на каких-то вот этих вот дегенератов, но мы игнорируем, потому что мы понимаем, что они что-то говорят полезное. Но на самом деле те люди, которые все время это говорили, смотрите, я сказал почти 2 года назад, говорю, война все равно должна закончиться, потому что это, когда, помните, была ситуация с Ахмадетом. Я сказал, что будут только жертвы. Мне, говорю, я не живу в России. Мне не важно, что там происходит. Мне важно, что происходит здесь. Я хочу, чтобы здесь мы перестали умирать. Давайте думать, как это сделать. Я говорю, договоренности – это один из вариантов. Меня за это просто рвали на части в сети. Мой эфир в Инстаграме, это был прямой эфир в Инстаграме, разнесли по новостям. Такое было, просто кошмар. Что происходит сейчас? Никто не скажет, что Спартак был прав. Слушайте, мы зря на пацана напали. Никто не скажет. Но вот эти тезисы тех лизоблюдов и жополизов, которые были тогда, которые получали награды, сейчас они выглядят героями в глазах холопов. Это стандартная схема, это проработано 1000 раз, и только умные, реально поистине умные, умеющие мыслить, и интеллектуальные люди понимают, как это работает. И изначально подписываются на оппозицию, изначально смотрят, что говорит другое мнение. Это не значит, что оппозиция всегда права, но это значит, что это дополнительный источник информации. Смотрите сюда, разбирайте. Потому что реальная власть имеет только 2 аргумента. Происки Кремля и украинофобы, русофилы. Все, вот это 2 аргумента. На каналах нормальных есть множество аргументов. Смотрите, 5, 10, работает так. Посмотрите на это, мы тоже можем ошибаться. Проверяйте наши данные, проверяйте информацию. Люди это игнорируют. Потому
те счастливчики, кому удается все-таки найти в себе зерно критического мышления, они подписываются, они смотрят, они анализируют. Те, кто нет, они, вот, собственно говоря, читают манекен, я не помню, кто там, как ее зовут. В общем, Взяли, в общем, Ксюшу манекен, обидели Спартак. Ну, смотрите, кто бы это ни был, вообще не знаю, кто бы это ни был, да. Ну, смотрите, тут же такой очень интересный момент. Вы говорите, оппозиция. Ну, нам же вот демонстрируют оппозицию. Тимошенко судится, пришла в маске вчера. может быть. Говорит, выборы, говорит, поэтому меня вот это вот скоро будут подписывать что-то и проводить выборы, поэтому как бы портуют всех, кто может составить конкуренцию. Ну, она судится за апелляцию, ей назначили залог, прицепили браслет, ну, она и заболела, да. Но ее депутаты, и это вот тоже очень важно. Я бы вот хотел закончить наш сегодняшний разговор на вот этих, ну, как вы выразились, да, там, нарративах, подходах. Это ведь очень важное заявление. Вот Кучеренко, это депутат, который там коммунальной сферой, ну, как бы владеет, комментирует это по этому поводу. Это ее депутат Тимошенко, да. Это получается 10 в месяц, ну, если верить. Он поднимает очень интересную вещь. Говорит, слесари аварийных бригад в Киеве работают аномально в напряженном режиме, бригад не хватает, люди работают по 2-3 суток без перерыва, практически валятся с ног. Вчера 2 слесарей просто умерли от дикого перенапряжения. Значит, обморожение, в общем, психофизическое выгорание. Просто помните об этом. Смотрите, просто помните об этом, пишет Кучеренко, да? А на самом деле говорит нам очень шокирующую вещь. На самом деле шокирующую. У всех должно проснуться сострадание. Да? У всех должно, как бы мы должны, что вот самоотверженно, да, там фронт коммунальный, люди гибнут и на этом фронте тоже. Но Кличко же лазит там по подвалам, снимает видео. И извините, я не хочу показаться циничным. Безусловно, там смерти и коммунальщиков, и простых людей, и стариков, которые замерзают и помирают, потому что, ну, в таких условиях невозможно жить, это большая трагедия. Но там же эти коммунальщики, с них песок сыпется, это старики, это деды, которые не подлежат мобилизации. Это не потому... Это вот те еще, соль земли, понимаете? Это какой-то, ну, не знаю, понимаете? А на них вот это вот играют. Нормальные мужики готовы пойти бы, ну, там, работать, да, но им брони не дают, сокращают все. Ужас. И вот это вот на этом играет оппозиция, на смерти вот этих стариков, которые пооставались. Им может уже, ну, понятно, что напряженная ситуация, но им уже пора, да, по возрасту. Может, вопросы надо к системе задавать, да, и критиковать систему, а не вот сейчас пиариться за счет смертей стариков, которые с гаечными ключами в ужасный, конечно, период для Киева крутят гайки. Александр, вот знаете, когда стоит задавать вопрос, ну вот вы говорите системе, в принципе, когда стоит задавать вопрос кому-либо, человеку? Когда ты подразумеваешь, что тебе дадут внятный ответ. Или, в принципе, кто-то ответит. Эта система настолько измучена и изнасилована, у нее нет никаких ответов. Эту систему юзают люди, которые в систему не умеют. Пришли к власти дилетанты и разрушили ту систему, которая работала. Система — это неплохо. Давайте так, система — это не всегда плохо. Построена изначально система была очень качественной, и длительное время она работала эффективно. При правильных управленцах она могла бы быть, ну, просто источником благополучия. Проблема заключается в том, что управленцы, которые пришли, мы не можем задать вопрос системе, потому что она уже не может ответить, она уже обоссанная, лежит избитая. Единственное, кому мы можем реально задать вопрос, это тем, кто ее в это состояние привел. И у нас есть такие люди. И, как я уже сказал, постепенно, очень постепенно их все вспомнят. Вон там давеча на Петрова завели дело. Прикольно, прикольно. Никто не ожидал. Чем это, конечно, обернется, будет ли развитие, не ясно, но уже завели. Дальше смотрим на развитие этих событий. Тимошенко, да, создают проблемы.
Ну, не будет таких проблем, как нам хотелось бы, конечно, нет у нас таких рычагов, но тем не менее уже создают. Это уже дискомфорт, это ты уже попала в поле. То есть постепенно, степ-бай-степ, мы очень потихонечку будем наблюдать эти изменения. Естественно, не получится изменить полностью, не получится изменить всю систему, потому что для того, чтобы поменять систему, нужно, чтобы пришли новые люди. Надеюсь, что система изменится. И желательно, чтобы пришел какой-то технократ, человек, который понимает в этих процессах, а не просто хочет наживаться. Но я бы вопросы задавал даже не политикам. Знаете почему? Политики не ответят. Я рекомендую каждому зрителю, каждому человеку вообще, кто имеет хоть какой-то толику здравого смысла, задать вопрос себе. Задать себе вопрос. Хочу ли я находиться в таких условиях? Как долго это продлится? И как долго я готов терпеть это ради того, что никогда не смогу оценить? Потому что боремся мы не за свободу. Свободы уже нет. То есть для того, чтобы за что-то бороться, мы должны это ощущать. Люди, которые испытывали эту свободу раньше, уже либо умерли, либо уехали. Подростки, которые взращиваются, они вырастут в несвободном государстве ментальными рабами. А те люди, которые не могут уехать, просто пребывают в постоянной агонии, ожидая, когда это закончится, не имея возможности повлиять. Мужчин отправляют умирать, просто чистят полностью население. Женщины претерпевают, поддерживают остатки здравого смысла, просто кучкуясь под домами и надеясь на то, что включит свет. Абсолютно несправедливость по отношению к государству. Потому я бы рекомендовал не задавать вопрос этой дегенеративной, конченной, безнадежной власти. Задавайте вопрос себе, как долго вы готовы это терпеть и хотите ли вообще вы дальше в этом аду существовать. Потому что следующее, что будет происходить, когда будут выборы, будут неизбежны. Решать будете именно вы. Именно вы. И если станет только хуже, виноват будет не кто-то, даже не тот, кто подделал выборы. Виноваты будете вы. Потому всегда думайте. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.